Друзья, здравствуйте! Вы на канале Georgia Private Investment, и меня зовут Галина Дмитриева. А здесь мы, как всегда, говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня, этим прекрасным летним солнечным днем, я хочу поговорить с вами о Батуми, о городе, в котором я живу уже много лет, который неизменно вдохновляет меня, задает мне потрясающую энергию. В общем, как вы уже поняли, это будет очередное признание в любви этому городу. А если вы никогда здесь не были, то я вам особенно рекомендую досмотреть это видео до конца, для того, чтобы влюбиться в него так же, как я, и принять правильное решение о переезде сюда. Запись этого видео, эту съемку мы стартуем на новом бульваре. Совсем недалеко от нас находится аэропорт, и это такая точка, откуда вообще начинается путешествие любого туриста здесь, да, человека, который сюда приезжает. И мы стоим в парке Леха и Марии Качинских, которых мы неоднократно уже показывали и освещали в наших видео. И вот, знаете, это действительно один из моих самых любимых парков, вообще одно из моих любимых мест в Батуми, потому что я вижу, как развивается этот район на протяжении 6 лет. И вот поверьте моему опыту, моему слову, здесь еще 6 лет назад не было практически ничего. Этот парк был в процессе вообще конструирования, в процессе создания. Все эти деревья и все вот эти вот грандиозные зеленые насаждения, которые вы видите вокруг, они были буквально в зародыше, буквально еще в состоянии каких-то кустарников. А теперь вот посмотрите, какая красота, сколько зелени, сколько прекрасной тени дает нам этот парк в летние солнечные жаркие батумские дни. Настоящее спасение для всех. В общем-то, здесь комфортно гулять и с детьми, здесь очень много собачников. И, к слову сказать, сам район развивается здесь не только с точки зрения парка, который, конечно, стал центром притяжения, но еще и с точки зрения недвижимости. Вот, в принципе, вся линия, все, что я сейчас вижу перед собой, тоже там 6 лет назад здесь было буквально ничего, был только один единственный комплекс Метро Сити, который в числе прочего состоял еще из торгового центра, и мы немножко так, ну, честно говоря, подсмеивались над статусом и над названием вот этого торговый центр, потому что понятно, что он совершенно не отвечал нашим представлениям, да, о том, как должен выглядеть торговый центр. Но, тем не менее, на сегодняшний день здесь уже все застроено, практически вся первая линия, я имею в виду линия, которая примыкает непосредственно к парку, она уже занята интересными проектами, интересными комплексами. Они уже практически все выросли, уже имеют остекление, фасады, и, в принципе, уже многие из них принимают своих первых жителей и гостей. Поэтому, друзья, ну вот такой короткий экскурс вам в район Нового бульвара, который за 6 лет преобразился просто фантастическим образом и стал одним из любимых мест для меня лично, для моих друзей, для моей семьи и в том числе для туристов и жителей со всего мира. Ну вот как раз за моей спиной видно как раз ту самую первую или условно первую линию, да, которая составила весь архитектурный ансамбль этого района. И я хочу сказать, что вообще Новый бульвар, конечно, обладает, как и каждый район Батуми, обладает каким-то своим уникальным характером, уникальной атмосферой. Здесь, наверное, более чем везде для меня лично ощущается такое настроение отпуска, настроение резорта. Какие-то для меня лично существуют отсылки возможно, к Турции, возможно, к Эмиратам. Вот те, кто был и там, что-то наверняка общее тоже найдут и со мной согласятся. Или же поделитесь своими личными ассоциациями, если вы были здесь, в Батуми, если вы знаете, о каком районе идет речь, то напишите нам в комментариях, что вы думаете и какие впечатления у вас вызывает этот район. Ну а в целом я хочу сказать, что как раз за счет разнообразия вот этих характеров, настроений, лично для меня Батуми как раз-таки является абсолютно непрекращающийся интерес, и вот это настроение, которое я ловлю здесь в городе. Меня часто спрашивают, вот за 6 лет не надоел ли тебе город, не устала ли ты здесь жить, не скучно ли тебе здесь? Нет, друзья, за счет вот этого разнообразия, за счет совершенных уникальных различий каждого района мне никогда не бывает здесь скучно, и я с каждым годом только все больше и больше влюбляюсь в этот город. Я вижу, как город меняет свой облик, как он развивается, как тем, кто занимается вообще его, так сказать, содержанием и обслуживанием, им не все равно, да, на этот город, что здесь происходит. Вот сейчас мы находимся, например, в совершенно новой, абсолютно новой локации в парке Леха и Марии Качинских. Она открылась, я думаю, считанные дни назад, буквально, значит, некоторое время, несколько месяцев назад, здесь вокруг на большом участке возник забор. И я, когда увидела этот забор, честно, меня прям перехватило, знаете, ёкнуло сердце.
потому что я занервничала, что здесь возникнет какое-нибудь здание, какой-нибудь ресторан, что-нибудь такое, что имеет исключительно коммерческий характер и интерес. Тем не менее, я подошла к забору и с большим облегчением и радостью обнаружила, что на паспорте объекта нарисован, значит, ну, такой рамповый парк для скейтеров, для велосипедистов. Это совершенно потрясающие действительно горки, всевозможные скаты и спуски, которые сделаны с пониманием, да, как это должно быть как раз-таки для этих ребят, для этих спортсменов. И в том числе это потрясающие арки с зеленым газоном поверху, вот такой вот элемент вертикального озеленения. И внизу созданы скамейки, то есть можно отдохнуть в тени, подождать, может быть, своих детей, или сами ребята могут здесь отдохнуть, перевести дух. Но это просто вот, это просто большое удовольствие вообще наблюдать за тем, как такие локации открываются у нас в Батуми. Это просто, я не понимаю, как природа могла это создать, а самое главное, спасибо ей большое, что она создала это именно здесь, что здесь это такое у нас есть, и мы можем этим наслаждаться. Это что-то вообще за гранью. Собственно, кто выбирает этот район для жизни, я думаю, чуть более подробно есть смысл об этом рассказать. Помимо семей с детьми, вот мы видим, да, в подтверждение моих слов, грандиозную детскую площадку, она здесь не одна в этой локации. Помимо семей с детьми, которым комфортно и приятно здесь жить и работать, сюда, конечно, приезжают люди старшего возраста, опять же, да, которым не очень нужна вообще вся вот эта туристическая суета или там очарование старого города. Им уже больше нужна какая-то понятная инфраструктура, удобство, комфорт, опять же, близость к морю. И этот парк, вот, в общем-то, для них тоже здесь очень и очень комфортно. Ну и понятно, что инвесторы в том числе покупают здесь недвижимость с удовольствием, потому что она здесь активно сдается как в долгосрочную аренду для вышеозначенных категорий, так и в краткосрочную аренду. Одной из важных категорий, которая выбирает проживание в этом районе, это как раз IT-класс. Опять-таки за всей этой прекрасной инфраструктурой, из-за парка, здесь можно жить с собакой, здесь рядом все магазины необходимые, рестораны, доставки все работают, естественно, в этот район, поэтому тоже здесь очень комфортно. И мы вот в одном из проектов учли этот нюанс и прямо в концепцию заложили назначение дома для бизнес и IT-класса. Мы этот проект тоже обязательно осветим в следующих видео. Ну и плюс ко всему, что хочется отдельно отметить, если вам понравился этот район и вы задумались о том, чтобы приобрести здесь недвижимость, то обязательно обратитесь к нам, к нашим специалистам компании Georgia Private Investment. Все-таки объекты здесь имеют довольно разное назначение, и нужно внимательно его подобрать и выбрать под конкретно вашу задачу. Если вы хотите здесь жить, это одна история, если вы хотите инвестировать, это другая история, если вы хотите приезжать сюда в отпуск с семьей, то это еще одна совершенно другая история. Пишите нам прямо сейчас, мы подберем вам объект в этой локации. Море, конечно же, море – неотъемлемая часть этой локации. Этот прекрасный простор, обзор. Я вообще люблю сюда приезжать даже зимой. Море, конечно, задает здесь, ну, такой финальный штрих с точки зрения привлекательности этого района. Как-то для меня странно выйти на пляж в городе, вроде как есть какой-то внутренний когнитивный диссонанс. А здесь интересен тот факт, что вот как раз пляжная линия отделена полосой вот этих валунов, которые здесь защищают берег от разрушения. И поэтому как бы мы находимся внизу на пляже, нас никто не видит сверху, и при этом мы можем наслаждаться солнечным летним загаром и отдыхом. Ну что ж, вот только буквально я проговорила о том, что на Новом бульваре был первый торговый центр, который несколько странным казался нам по своему формату, как буквально спустя несколько лет, это вот совсем короткое время назад, у нас открылся новый торговый центр, который уже, конечно, максимально отвечает всем требованиям современным и нашим представлениям о нем, о том, каким должен быть торговый центр. Ну и, конечно, здесь представлены любимейшие, популярнейшие бренды, которых мы все ждали, чтобы они наконец-то появились у нас здесь, в Батуми. И наша радость в том, что они наконец-то сюда пришли. Хотя и не должны были, потому что мы все знаем, они обычно встают только в городах-миллионниках. Ну что, этот торговый центр, конечно, уже имеет свое классическое наполнение, содержание. Здесь на последнем этаже широко представлен фудкорт со всеми известными нам ресторанами. И здесь есть собственный кинотеатр. В общем, это ровно то, открытие чего мы так ждали в Батуми. В принципе, центральная часть города, и я аллею героев, наверное, тоже к ней во многом отношу, она исторически заполнена местными жителями. И вот этот отрезок, наверное, от аллеи героев до, ну так назовем,
до улицы Меликишвили, может быть, да, все, включая парк 6 мая, вот там, наверное, самый концентрат вообще жизненной такой круглогодичной местной активности. Там банки, там, значит, больницы, там школы, там всевозможные офисы, коммерческие площади, магазины, фруктово-овощные лавки, супермаркеты, да, ну и вообще такой концентрация максимальная жилых кварталов, именно тех, где живут местные. Вот надо сказать, мы тоже мигрировали по разным локациям и районам Батуми, переезжая с места на место и пробуя себя, да. И по итогу, к примеру, сейчас вот моя мама живет на улице Чавчавадзе, которая в первые годы жизни вообще казалась нам какой-то там 10-й линией, и мы вообще до нее ни пешком, ни на машине не доходили. А потом случился какой-то момент, мы сами туда переехали и поняли, что в принципе-то здесь вообще-то жизнь как раз и происходит. Она происходит там тогда, когда заканчивается сезон. Вот мы ее открыли вообще для себя. И вся вот эта локация, она, в общем-то, максимально для жизни подходит. Ну и вот вокруг там всякие школы, вот это мне очень нравится, всевозможные студии детские. Кстати говоря, Игорь, да, твоя студия, которая киноклуб, она тоже находится на улице Такаишвили, это тоже там же, в этом жилом квартале. И школа грузинского языка, куда я хожу сейчас, возобновила свои уроки, тоже находится на улице Такаишвили. Соседние двери. Соседние двери, да, совершенно верно, соседние двери с твоим киноклубом. Ну вот мы потихоньку поворачиваем на улицу Шартава, она же Аллея Героев, он же Гоша, он же Жора, он же Гога. Ребят, это вообще просто, знаете, мой личный Дубай, мой личный Абу-Даби, мой личный... Кто там еще, скажите мне? Катар, вот мне очень нравится, да. Вот как раз опять такая же ситуация, как в парке Леха и Марии Качинских. Буквально вот совсем недавно, несколько месяцев назад, зимой высадили вот эти все кустарники. Здесь будет много тени. Вот такая вот зона рекреации, еще одна отдельная парковая зона. Уже сейчас вечером здесь большое количество людей, все гуляют, отдыхают. Я при моей колоссальной занятости первый раз, вот каюсь грешна, буквально позавчера вышла вечерком, я живу буквально вот здесь недалеко, в соседнем доме, вышла вечерком, насладилась на закате вот этим ощущением. Честно, я расплакалась. Правда, от того, что это происходит здесь, от того, что мы видим, как меняется, как преображается город, что вот такие роскошные зоны новые рекреации появляются, и они сделаны действительно для людей, для вот удовольствия, и не только для удовольствия туристов, но и для местных жителей, потому что, в принципе, мы вот основную, наверное, такую туристическую часть аллеи мы проехали, да, и вот приближаемся сейчас к улице Багратиони. По правую руку от нас остался стадион, ну, где-то на перебивках он обязательно появится, вы поймете, как все это выглядит. Улица Багратиони вообще действительно воспринималась ранее и нами, и нашими, там, не знаю, коллегами, и, в общем-то, местными жителями, что это вообще уже какой-то отшиб и край географии. И до сих пор я вижу комментарии у нас в Ютубе и в других социальных сетях о том, что, ой, вообще, о чем вы говорите? Улица Багратиони, вообще где это? Это в Батуми? Да, ребята, это в Батуми, и вы удивитесь, какой интересный образ она приобретает за последние тоже вот несколько лет. Значит, вот здесь справа как раз строится наш любимчик, проект Sunrise Residence. Sunrise Palace, прошу прощения, господи, меня прости. Sunrise Palace — это новый потрясающий дом, в котором у нас есть этаж. Если вы хотите стать нашими соседями, то пишите нам срочно. Мы выбрали именно этот дом, именно эту локацию. И здесь рядышком тоже строятся интересные дома, интересные проекты. Вот Багратиони Резиденс тоже такой оригинальный дом по своей архитектуре. Они, кстати, были одними из первых, кто здесь начал стройку, не побоялись. И как-то вот, я имею в виду одними из первых в новой волне уже, да, застройки. Вот, и еще дальше по улице Шартава, уже за Багратиони, вот туда еще глубже, сейчас здесь возникает новый проект от одного застройщика с очень громким именем. Я не буду его называть, потому что
ну так, руку на сердце положа, мы не работаем с ним и его не очень так охотно рекомендуем, но это не важно. Значит, его тоже видно здесь. И вот еще ряд застройщиков как раз, то есть вот это будет тоже такая околотуристическая ситуация, здесь будут апартаменты, и они, в принципе, так и позиционируют себя, что это туристический объект. А вот дальше, вот это все, то, что мы видим в кадре, это уже жилые дома, это проекты от компании «Акцент», это жилой дом первый от компании Sunrise, это Sunrise Residence, как раз обзор мы на него делали тоже в наших видео, обязательно его посмотрите. Вот здесь вообще потрясающая тоже инфраструктура. Во дворе как раз вот этого дома Sunrise Palace возник... Sunrise Residence, да, извините, что я все время их путаю, но неважно, в общем, это дома от компании Sunrise, они для меня просто... Да, все одно в том плане, что они оба совершенно классные, я их оба очень люблю. Значит, во дворе этого дома просто фантастический детский сад, вот детский садик мечты, мне кажется. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он муниципальный, то есть это большая территория, большой детский сад, газоны, все такое красивое. В общем, для жизни просто идеально. Фитнес-клуб-то открыли? Фитнес-клуб откроют, я думаю, что, ну, еще нет, но вот этим летом обещают, анонсируют, и я думаю, что мы обязательно в гости туда сходим и посмотрим, как это все выглядит. В смысле, ты обещала, что будешь туда ходить, заниматься? Возможно. Так, вот подождите, меня тут на слове ловить не надо. Я сказала, что возможно буду, если хватит мне на то силы воли. Я дословно помню, о чем я говорила. Все так, надеюсь, может быть, при вашей поддержке моральной у меня это получится. Вот здесь недалеко есть супермаркет, буквально за углом сейчас, если мы бы повернули направо, супермаркет Агрохаб. Это один из моих любимых магазинов. Там есть и своя, как вот это называется, когда кухня, когда они готовят свою готовую еду внутри. Кулинария, совершенно верно, спасибо. Своя кулинария, своя пекарня, там свои разделочные цеха по мясу, значит, ну, по мясным продуктам. То есть вот, ну, на мой взгляд, это лучший супермаркет продуктовый вообще в Грузии. Это сеть, они есть и в столице тоже. Мне очень нравится. Ну и вот, пожалуйста, стадион, да, который был на другой стороне. Вот мы сейчас с вами развернулись на дальнем кольце и объезжаем аллею героев с другой стороны. Ну просто супер, вообще супер. Не знаю, вечером, когда все это загорается, светится, здесь выходят парочки гулять. Вот у меня ассоциации реально с Дубаем. Там есть тоже такие локации с переходными мостами, с пешеходными, туристическими. Очень красиво. Мы приехали в парк 6 мая. Это центральная часть города, в которой созданы, ну вот просто все возможные максимальные условия для постоянного круглогодичного проживания. Это совсем не то, что предоставляют для нас другие районы, где больше акцент сделан на туристической активности. Здесь живут местные. Вот, в принципе, огромное количество людей сегодня, сейчас, прямо сейчас днем в парке. Очень много ребятишек, вот гуляют с колясками, пожалуйста. И, наверное, здесь самым уместным будет поговорить об как раз-таки этой инфраструктуре для жизни. Самые частые вопросы от людей, которые планируют сюда переезд или хоть сколько-нибудь длительное пребывание здесь, в Батуми, в Грузии, конечно же, связан с медициной, с образованием, с транспортной доступностью, вообще как это все здесь устроено. Что я хочу сказать? С медициной здесь все в целом в порядке, и я в некоторых наших видео уже рассказывала об этом. Здесь большое количество очень современных, оборудованных, по последнему слову техники, госпиталей, медицинских центров, которые, наверное, в большей своей степени имеют частный характер, поэтому, в принципе, все они практически платные. Но важно отметить, что медицинский персонал здесь говорит на русском языке практически везде, а есть и специализированные клиники, которые как раз-таки своим акцентом делают работу с экспатами, с приезжими, да, в том числе с русскоговорящими. Поэтому проблем с коммуникацией здесь никаких нет, проблем с медицинским обслуживанием как таковых тоже нет. Единственное, я не могу не упомянуть о том, что сами местные почему-то часто выбирают для лечения Турцию или уезжают в столицу, но в целом получается, что и для гостей, для приезжих, для экспатов здесь тоже есть некоторое разнообразие. То есть можно выбрать и поехать в соседнее государство, да, или же воспользоваться услугами столичных врачей. Так или иначе, еще важно отметить, что здесь действуют медицинские страховки, и пакеты эти стоят недорого, буквально
там в пределах 50-100 лари, в зависимости от пакета, который вы хотите приобрести. И вот как раз буквально недавно прошла новость о нововведении страховок, обязательных страховок для всех приезжающих в Грузию. Эта новость вызвала большое количество какого-то ажиотажа, споров, не очень понятных, честно говоря, для меня, потому что в целом это нормальная практика делать страховку, когда вы приезжаете куда-либо за границу. Ну и кроме того, здесь она действительно стоит совершенно недорого, очень доступно, понятно, легко это оформить, если вы решили остаться здесь надолго. Что касается образования, тоже важный момент. Мы довольно широко раскрыли эту тему в нашем видео про Тбилиси, и, в общем-то, здесь тоже есть большое количество интересных школ с таким глубоким изучением разного рода предметов. Это школа Евро-2000, это American School, то есть такие школы, в которые ходят дети наших грузинских друзей, предпринимателей, бизнесменов. Это действительно качественное, интересное образование, и плюс эти школы имеют большое количество интеграции со всевозможными европейскими вузами и школами в том числе. Поэтому, если у вас есть желание дать вашему ребенку образование здесь, то с этим тоже существенных проблем не будет, вопрос только вашего желания, стремления и выбора. Буквально за моей спиной утонул в зелени университет, Государственный университет Шота Руставели. Это такой, ну, во-первых, это прекрасное здание, очень красивое, интересное, с интересной архитектурой, которая с улицы Руставели из бульвара выглядит совершенно по-разному. И у меня вообще был мой личный такой, значит, ну, как бы это сформулировать даже не знаю, глюк. Я довольно долгое время думала, что это реально разные здания. То есть я смотрю с Руставели, это выглядит одним образом, потом захожу с бульвара, понимаю, как будто это вообще другое что-то, а оно реально выглядит по-разному. Вот такая интересная там архитектурная концепция. Ну и плюс это университет государственный, который пользуется большим спросом здесь, в Батуми. И, в общем-то, даже у меня была идея поступить в него на какую-нибудь интересную специальность для практики грузинского языка, ну и в целом для получения образования здесь. И это, кстати, один из интересных способов получения вида на жительство. Если вы планируете здесь задержаться, если вы хотите связать свою жизнь с этим городом, то через образование, в том числе высшее образование, можно довольно просто решить вопрос с видом на жительство. Было бы желание. Далеко не у всех есть возможность приобрести автомобиль, хотя, кстати, это тоже, наверное, тема для отдельного видео. Сделать здесь это довольно просто, стоит это процентов на 30-40 дешевле, чем, там, ну, допустим, в России или в других странах СНГ за счет таможенных пошлин. Что касается общественного транспорта, здесь широко развита сеть, здесь и маршрутные такси, и автобусы всевозможные, которые покрывают своими маршрутами весь город, и можно легко добраться из одной точки в другую. Ну и кроме того, такси здесь стоит очень доступно, вот даже, наверное, если сравнивать, ну, условно говоря, из Батуми, из центра Батуми в Гонью, то есть совершенно в другой конец, да, побережья, можно уехать на сегодня там примерно лари за 15. Это в пересчете на... Сколько это будет в пересчете? Посчитайте, напишите нам в комментариях, друзья. Вот такой небольшой интерактив у нас родился. Батуми очень комфортный город с точки зрения пешехода. Здесь просто огромное количество пешеходных зон, парковых зон. Соответственно, есть грандиозного размера и грандиозной протяженности бульвар, где можно через весь город проехать из одного конца в другой на, допустим, не знаю, на самокате или пройти пешком. То есть, в принципе, любые варианты доступны. Во многом я, когда хорошая погода и у меня нет каких-то таких активных поездок на стройплощадке, я пользуюсь этой ситуацией, хожу пешком и получаю от прогулок огромное удовольствие, потому что пока мы идем по городу, мы еще умудряемся насладиться этим воздухом, этими прекрасными видами, этой зеленью, этой красотой, этими цветущими парками и садами, этой архитектурой в том числе. Так что, друзья мои, если вы заботитесь о своем здоровье, если задумываетесь о том, куда бы вам переехать для того, чтобы почувствовать себя лучше, я думаю, что Батуми подходит для этого как нельзя. Сейчас весна, у нас началась клубника, причем тоже всех сортов, ее выращивают и в разных регионах Грузии, привозят сюда в Батуми. И есть и турецкая клубника, они разные совершенно на вкус и консистенцию, тут каждый для себя может выбрать, и по цене они, к слову, отличаются. Мушмула, вот эта вкуснейшая, которая тоже как раз сейчас ее сезон идет. Ну, понятно, что абрикосы, вот эта вся вкуснятина, да.
Потом у нас к августу начнется сезон инжира. Я просто обожаю вообще инжир. Это вообще какой-то, я не знаю, райский фрукт. Вот. Или ягода. Или ягода. Инжир, ягода или фрукт. Конечно, когда мы говорим про Батуми, мы не можем упомянуть его мультикультурность, мультинациональность, в том числе мультиконфессиональность. Здесь находят для себя место, находят приют все религии, по-моему, которые только можно придумать. Здесь огромное количество православных, понятное дело, верующих, да, которые, наверное, составляют основную часть здесь, в Батуми. Здесь большое количество мусульман, которые исповедуют ислам, и они, наверное, здесь исторически остались после турецкого влияния, да, после того, как Батуми находился, Аджария находилась в составе Османской империи. Ну и, в общем-то, за моей спиной здание главного кафедрального собора Батуми. Оно было изначально построено как католический храм, но со временем вот перешло в состав православной церкви. Вот такая интересная ситуация. Конечно же, здесь есть и мечети, конечно, здесь есть и протестантская церковь, и наверняка, если вы прибудете в Батуми и закажете себе экскурсию, то вам о них обязательно расскажут во всех деталях и подробностях. Ну а я лишь могу сказать, что вот эта мультикультурность, она, конечно же, создает не только, ну, такое, скажем так, содружество, да, и сплочение, и очень благостные такие отношения между всеми и всеми здесь, в Грузии, но и к тому же создает приятное культурное разнообразие, связанное в том числе с кухней. Вот, например, здесь недалеко, в старом городе, мы сейчас туда обязательно поедем, там турецкий квартал, там стоит мечеть, и вокруг сконцентрировано большое количество вкуснейших турецких ресторанчиков, которые, конечно же, дополняют грузинскую кухню своим здесь присутствием. Старый город – это вообще моя отдельная любовь. Я могу про него рассказывать, мне кажется, не одно, не два и не три видео, и с удовольствием мы это делаем. Мы уже освещали его, вот здесь будут подсказочки в каких-то из наших роликов. Но давайте поговорим еще раз. Старый город – это, конечно, район уникальный по своему разнообразию. Это какое-то лоскутное одеяло вообще, хранящее в себе и дух истории, и какие-то совершенно уникальные современные решения. Вот, например, сейчас мы находимся на знаменитой площади Пьяцца, что в переводе с итальянского и означает это самое слово. Это, конечно, новодел, она появилась здесь относительно недавно, буквально там, наверное, с десятилетия назад. И на сегодняшний день это место является действительно центром притяжения туристов. Весь сезон здесь на главной сцене играет живая музыка. Вы можете прийти сюда, потанцевать, насладиться общением со своими друзьями и близкими. Сюда с удовольствием приходят в том числе и местные жители. Ну и, конечно, здесь на Пьяцца собрано большое количество всевозможных ресторанчиков, кофеен, таких небольших интересных заведений, где можно угоститься вкуснейшей грузинской и европейской кухней. Наверное, уже на днях тут все соберутся болеть за сборную Грузии. Да, это правда. Это правда. Кстати говоря, действительно, Пьяцца, как и многие другие локации в городе, устанавливают свои большие мониторы, экраны и транслируют всевозможные знаковые международные спортивные события. И, конечно, Евро-2024 тому не исключение. Здесь обязательно соберется большое количество любителей футбола, и мы наверняка тоже будем среди них. Так что не забудьте подписаться на все наши источники, чтобы не пропустить интересные сторисы и обзоры с этого события. Вот, а мы сейчас, в принципе, как раз двигаемся к турецкому кварталу для того, чтобы я все-таки хочу показать тебе это прекрасное заведение, кафе, в которое мы много-много лет с удовольствием ходим. Обожаю вот это. Я вот это просто... это музыкальная школа. Когда мы жили еще на Жордане, у нас в соседнем доме на втором этаже, видимо, ученик или ученица, я никогда не видела этого человека, может быть, это и учитель, преподаватель, играли на фортепиано, и это потрясающе. Видимо, еще меня в какую-то ностальгию такую погружает, потому что я сама закончила музыкальную школу по классу фано и много-много часов провела, как раз аналогичных часов провела за тренировками. Ну, собственно, я думаю, что по колориту уже понятно, что мы попали в турецкий квартал. Вот здесь, кстати говоря, хореографическая школа большая такая находится, и здесь часто можно наблюдать вечерами, как грузины танцуют свои восхитительные горячие грузинские танцы. Вот. А здесь, в турецком квартале, соответственно, совершенно другая атмосфера, действительно не батумская, не грузинская. Здесь всевозможные ресторанчики, кафе, в которых можно покурить кальян с удовольствием. Здесь нет алкоголя, нельзя употребить алкоголь.
но при этом можно насладиться тоже своей атмосферой в соответствующих языках. Ну вот, кстати, видно минарет отсюда, как раз-таки главной батумской мечети. И у нас офис здесь недалеко, и я, когда открыто окно летом, да и, в общем-то, и зимой тоже, и когда призыв на молитву происходит, я очень люблю этот момент, потому что звучит это как-то, ну, по-особенному вообще интересно. И мой опыт посещения как раз-таки государств разных, да, и стран, где основной религией является ислам, это вот всегда какой-то вот этот голос, который зовет на молитву, это вообще что-то, не знаю, как-то меня очень захватывает. И здорово, что у нас это тоже есть. Вот этот ресторан, в который мы ходим много-много лет. Да, вот такой маленький, совершенно очаровательный крошечный летник, поэтому я очень тебе от всего сердца рекомендую прийти сюда с семьей и насладиться вкуснейшей кухней. Ну что ж, друзья, где-то вот здесь, на ладошке, в кадре, буквально за моей спиной, есть уникальная коллекция таких роскошных совершенно комплексов для тех, кто ищет возможности совместить жизнь в старом городе с его историческо-культурным наследием и при этом с потрясающими видами на море, с панорамой на 360 градусов и жизнь в ультрасовременном комплексе. Вот такие интересные лоты тоже у нас есть в наличии в нашей коллекции. Если вы узнаете себя в портрете таких претенциозных покупателей, которые хотят получить все и сразу, то тогда я призываю вас обращаться к нам по контактам в описании, и мы расскажем, в каком из этих проектов и что именно подойдет конкретно для вас. Ну и, конечно, друзья, какая Грузия, вообще какое путешествие или жизнь здесь без винной культуры? Здесь огромное разнообразие всевозможных сортов вина. Грузия действительно является одной из, наверное, столиц точно абсолютно. И, наверное, страной, в которой винная культура вообще зародилась. По крайней мере, так нам говорят источники здесь, в Грузии. Но не об этом на самом деле. Пользуясь случаем, я бы хотела пригласить вас, если будете в Батуми проездом, или если вы живете здесь и еще ни разу не были, то приходите, пожалуйста, в винный бар «Миди». Это бар наших друзей. Мы сюда ходим сами регулярно и с большим удовольствием, дегустируем всевозможные новинки из разных уголков страны. Ну, а вообще, друзья, что хочется сказать, для кого в целом подходит жизнь в старом городе, потому что этот бар находится тоже в старом городе, на одной из главных его улиц, это улица Константина Гамсахурдия, моя любимая улочка, по честности сказать. Я думаю, что в целом покупка недвижимости здесь может подойти совершенно разным категориям покупателей. Если вы ищете спокойный, уединенный формат жизни такой, вот в тишине, без какой-то активной туристической суеты, без шума машин, то, конечно, жизнь здесь идеально подойдет для вас. Покупка любой квартиры будет правильным решением, будь то маленькая студия или, может быть, большая квартира для вашей большой дружной семьи. Ну и опять же, если вы инвестор, то вам также подойдет этот район, потому что здесь в силу того, что все-таки туристическая активность здесь довольно высокая, особенно в летний период, то квартиры здесь с удовольствием сдаются и активно сдаются и на короткий срок, и на долгий срок. Так что в целом район подойдет и для вас тоже. На нашем канале мы уже выпускали большой, обширный, развернутый обзор на старый город, и вы можете посмотреть его вот здесь по ссылочке. Ну а вообще, друзья, в нашем следующем видео мы покажем вам 3 интересных оригинальных лота в разных локациях. Это квартиры совершенно разного формата, и, возможно, одна из них подойдет именно вам, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Что можно придумать лучше, чем летний отдых в Грузии? Такого разнообразия. Здесь же можно все. И на море позагорать, и покататься, активный образ жизни, и хайкинг, и сделать какое-нибудь восхождение в какие-нибудь горы, да, обязательно. И вот это все культурное разнообразие. Сколько душевного именно отдыха для души. Ладно, одно дело для тела, да, понятно. Для тела можно много где отдохнуть. А вот так, чтобы для души, я думаю, что таких мест не так уж много на планете Земля. Куда только не заберешься, друзья мои, ради того, чтобы показать вам всю красоту. Я ужасно боюсь высоты, но ради вас, ради того, чтобы зафиналить наше путешествие по Батуми вот такими сочными, прекрасными кадрами, для того, чтобы показать вам Батуми с высоты птичьего полета, мы забрались на колесо обозрения на площади Эры.
Что видно вокруг, друзья? Ну, во-первых, наверное, есть смысл сказать о том, что здесь есть очень важное такое предприятие, это морской порт. И он, конечно, составляет большую такую инфраструктурную основу города, и рабочие места грандиозные дает, и здесь есть мореходное училище, куда идут учиться местные. Ну и, конечно, вся вот эта морская тема, она здесь развита высоко, потому что здесь есть своя марина, и вот внизу мы видим большое количество катеров всех размеров, и мы сами с удовольствием катаемся здесь, с удовольствием проводим время, в том числе вывозили нашу команду большую, вот так, чтобы люди прочувствовали вообще, в чем вообще кайф жизни на море. Вот перед нами открываются потрясающие панорамы на горы, друзья мои. Про горы, наверное, отдельно стоит сказать, потому что зимой вся вот эта красота еще и покрывается снегом, и для любителей экстремального отдыха или просто зимнего снежного отдыха открываются возможности вот такого формата еще. Мы сами с удовольствием ездим здесь, буквально в 2 часах отсюда есть курорт Годердзи, и ждем, когда там будет дорога уже наконец-то до самого курорта сделана. Мы любим туда ездить, это правда вот такое прекрасное дополнение к нашей прибрежной жизни. Ну и, конечно, хайкинг здесь тоже, здесь есть заповедник Материала, куда с удовольствием и мы ходим, и наши друзья тоже, вооружившись палочками, а некоторые даже палатками, вот уходят в горы и там тоже проводят прекрасное время. Ну, вот такая панорама открывается. В принципе, город прекрасно видно сверху. Высотки, которые застраивают сейчас ту часть города. По-моему, прогресс просто очевиден. Как интересно меняется облик города, и мы вот этот прогресс самый наблюдаем в течение последних 6 лет. И я хочу сказать, что я действительно обожаю этот город всей душой. Я считаю, что это одно из моих лучших и самых верных решений в жизни. Не только переехать в Грузию, но и остаться здесь, в Батуми, потому что я очарована этим городом. Я влюблена в этот город. И если вы после просмотра этого видео чувствуете такое же вдохновение, такое же желание приехать сюда и увидеть все своими глазами, а может быть и приобрести здесь недвижимость, то, конечно, я вас призываю прямо сейчас, не откладывая, подписаться на все наши каналы, изучить все наши источники для того, чтобы не пропустить самые свежие, самые интересные новости об этом городе и в том числе о недвижимости в нем. В общем, друзья мои, подписывайтесь, ставьте обязательно лайки и колокольчики и обращайтесь к нам в Georgia Private Investment, потому что у нас для вас более 100 горящих объектов сейчас в базе. Возможно, один из них подойдет именно вам, и вы сможете реализовать свою мечту о жизни в городе на море. Друзья, как всегда, я призываю вас, рекомендуйте нас своим друзьям, подписывайтесь везде, где только возможно. И как всегда, до встречи в Грузии. Да, виды просто прекрасные. Я думаю, что их просто можно взять в кадр и вот насладиться этими минутами. Кстати, было не так уж страшно. Возможно, меня покинул страх высоты. И это прекрасная новость, кстати, для меня лично. Очень красиво. Просто, я не знаю, вот... Может быть, это только я вижу так через свои глаза, через призму своей души, так ярко вижу этот город, его контрасты, его природу, его людей. Ведь, что немаловажно, мы во всем видео восхваляли город и мало сказали о людях. А люди здесь действительно потрясающие. Немножко расслабленные, как и, наверное, все люди, живущие на море. Очень душевные, открытые, отзывчивые, и для меня лично это составляет колоссальную значимость, придает жизни здесь, в Батуми. Поэтому ода, просто ода этому городу получилась у нас, ну и не зря. Я ни слова не могу сказать плохого, хотя надо понимать, что я не живу в розовых очках, я вижу какие-то нюансы, и могу только сказать, что каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, да, как говорится. Кому-то нравится жить в Лондоне, кому-то нравится в Германии, кому-то нравится все по линейке, кому-то нравится Индия, и мне, кстати, тоже. Я выбираю для себя Батуми, и надеюсь, что и вы тоже выбираете его для себя с таким же открытым сердцем и с такими же широко распахнутыми влюбленными глазами.